В сегодняшнем видео я хочу сделать обзор и дегустацию вот таких яблок. Это неизвестные мне сорта, поэтому мне очень интересно, что это могут быть за сорта. Если кто знает, то подскажите. Вот этот первый сорт, я поначалу думал, что это может быть Сенап Орловский. По обзорах, по информации, которую я получил. Но сейчас я не знаю, я просто не видел больше нигде таких яблок, поэтому на 100% утверждать я не могу, что это именно этот сорт. Дальше вот такой сорт яблок интересный. Яблоко такое пятиугольное. В прошлом году я думал, что это просто так яблоко выросло, потому что их было очень много, и они как бы вот так в таких гроздях висели, поэтому оно такое получилось. Но в этом году я оставил по 2 яблоки, а яблоки все равно получились такие пятиугольные. Вот это тоже, ну, большинство яблок таких. Дальше сорт яблок вот такой, на этот момент еще как бы он даже не поспел, но уже начинают яблоки все портиться. Поэтому этот сорт 100% пойдет на спил. Ну и еще вот такой сорт яблок, красивые яблочки такие, очень похожи на сорт Айдаред. Ну и сейчас попробуем. В принципе, сорт Айдаред я пробовал, поэтому есть, так скажем, навыки с чем сравнить. Так, ну и грушки, которые были у меня в саду, выросли. Я уже пробовал груши мягкие, поэтому тоже будем их дегустировать. Сейчас начнем из яблок. Будем взвешивать. Так, для общего понимания, какой вес яблок. Ну, например, вот это яблочко самое чистое. Мы его и проверим. Значит, вес у нас 215 грамм. Надеюсь, там на камеру видно. Так, ну, немножко его вытрем. Практически я не делал никакой обработки. Одна обработка за лето. И то, когда яблоки были еще размером меньше, чем грецкий орех. Вот так оно начало блестеть. Так, ну а сейчас попробуем, что же это за сорт такой. Режется как спелое яблоко. Немножко имеется небольшой хруст. Внутри уже начинает, наверное, портиться. Я так думаю. Сейчас попробую. Сладкое яблоко. Малосочное. Я бы сказал, что вкус немножко напоминает перезревшее семеренко. Но кислоты практически я в нем не ощущаю. Думаю, что яблоко полностью поспело. И сейчас вот именно время его употребления. Да, хороший сорт. Кушать можно. Есть намного хуже сорта. Ну, а это довольно-таки достойный сорт. Поэтому за дерево вот с этими яблоками надо будет немножко побороться и попробовать его исправить. Потому что кто видел мое предыдущее видео, то я показывал, в каком оно сейчас состоянии, нехорошем. Так, ну что, сейчас перейдем к следующему яблоку. Тоже вытираем его, и вот оно начало так блестеть. Сейчас попробуем это. Это немножко тверже режется. Но мякоть здесь такая более кремового, что ли, виду. Немножко с таким желтоватым оттенком. Яблоко тоже полностью поспело. Потому что вначале было такое здесь зеленоватое, а теперь все желтое. Довольно-таки хорошие яблочко, вкусные. Даже не ожидал. Думаю, что эту яблоню тоже надо будет оставить. Яблоко сладкое. Кислинка практически не ощущается. Кожица полностью съедается. Хотя оно малосочное. Ну, сок есть, конечно, если надавить. Но когда кушаешь, то сока мало. Все-таки есть такие сочные сорта. То вот это яблоко сюда не входит. Еще скажу, что сейчас температура в моем подвале где-то 13-14 градусов.
А еще неделю-две назад была 16-17. Поэтому вот месяц назад был сбор всех этих сортов, всех этих яблок. А за месяц в моем теплом подвале оно все поспело. К сожалению, так скажем, ничего сделать не могу, разве что брать бутылки, ложить в холодильник и уже вот эти бутылки из замерзшей водой заносить в подвал и таким способом немного в нем понижать температуру. Но я думаю, что это не совсем эффективно, потому что у меня подвал довольно-таки большой и несколько бутылок таких ситуацию не исправит. Пока сам по себе подвал не остынет, то его очень сложно остудить. Так, и еще давайте взвесим тоже этот сорт. Здесь у нас 190 грамм. Ну, вот такие яблоки до 200 грамм. Так, теперь давайте попробуем вот этот сорт. Значит, вот самое большое взвесим. 242 грамма. А вот это самое красное я попробую. Тоже вот так оно начало красиво блестеть. Ну, здесь самое хрустящее пока что из всех. Мякоть белая. И я уже вижу, что это яблоко более сочное, чем предыдущих два сорта. Мякоть, так скажем, блестит. И нож вот аж мокрый стал. Да, это яблоко очень похоже на сорт Айдарет по вкусу. Но я бы сказал, что именно вот этому яблоку надо бы еще немножко полежать. Кожица в нем такая пленчатая, такая жестковатая, плохо разжевывается. Ну а мякоть довольно-таки приятная. Сладкая, ощущается кислота, но не сильно, так скажем, вкус такой гармоничный. Ну и в принципе вот такое яблочко. Еще раз повторюсь, что у меня была только одна обработка. И как видите, ни в одном из сортов нет плодожорки. Так, ну что, с этим сортом, я думаю, понятно. Поэтому еще раз покажу следующий сорт. Вот так уже эти яблоки портятся, хотя они еще зеленоватые. Они еще не поспели, но вид у них вот такой. Вес 198 грамм почти. Ну, тоже до 200 грамм. И, в принципе, яблок больше я не видел на этой яблоне. Так, ну это яблоко я пробовать не буду. А попробую вот это, более-менее нормальное. Так, ну здесь яблоко менее так, меньше блестит. Оно такое, как бы полушершавое. Вот так режется, жестко чувствуется, что оно еще не поспело. Косточки черные. Значит, в принципе, сорт яблок полностью вызрел. Ощущается еще в этом яблоке крахмал. Здесь такая мякоть, я бы сказал, и с зеленоватым таким оттенком. Видать, еще не поспела. Но вкус довольно-таки неплохой. Но из-за того, что эти яблоки вот как бы требуют обработки кальцием 2-3 раза за сезон, я не хочу их видеть в своем саду. Во-вторых, там яблоня очень такая аварийная. Я не думаю, что с нее что-то будет. Поэтому, когда будем убирать папировку, то и сразу уберем этот сорт. Ну, а эти три сорта пока что пускай остаются. И будем яблони в следующем году лечить и исправлять вот эти все болезненные ситуации. Так, ну что, сейчас давайте еще попробуем вот эти игрушки, которые выросли в моем саду. В общем, груши покупал я как лесная красавица, но внешний вид, мне кажется, совершенно другая груша. Вот такая ржавленность на них, как на груши стрийская. Груши мягкие. Так, ну попробуем вот это чуть побольше. 110 грамм. Грушка вот такая небольшая, я бы сказал даже маленькая, но это первый сигнальный урожай, и вот такая она получилась. Режется как маслянистая груша, сочная, если видно на камеру, то сок
Прям блестит. Вот я давлю, а сока очень много. Косточка черная, значит груша полностью вызрела. Так, ну и будем пробовать. Очень интересный такой вкус. Груша сочная. Я бы сказал, не сильно сладкая. Есть такая легкая зернистость, но практически она не ощущается. Значит, и вкус, какой-то аромат у нее интересный такой. Как будто такая, знаете, спелая, что ли, тыква. Вот аромат такой тыквы с огорода или немножко какой-то аромат дынный. Но я бы не сказал, что это дыня. Но вкус интересный, кислоты вообще нет. Грушка сладкая, но все-таки еще раз скажу, что сахар слабо ощущается. Так, не очень сладкая, такая неприторная. Так, в общем, вот такой у меня сегодня получился обзор. Если вот эти сорта, которые в сегодняшнем видео кому-то известны, кто-то их видел, возможно у кого-то они есть, то подскажите, что это может быть за сорта такие вот интересные. Так, ну а на сегодня у меня все. Надеюсь, это видео было интересно и полезно. Так что пальчик вверх, пишите комментарии по этому поводу. И до следующего видео.